Это Гренландия, самый большой остров на Земле. Население всего 57 тысяч человек, хотя по своим размерам сопоставим с полуторамиллиардной Индией. В этом видео вы узнаете, как Гренландия оказалась датской, почему она так странно называется, как и на что живут местные жители и почему Дональд Трамп уже второй раз пытается приобрести этот остров. Пройдемся быстро по истории острова, откуда там вообще взялись люди. Первыми в Гренландии появились племена полярных охотников. Предки нынешних эскимосов примерно 4000 лет назад оккупировали остров в поисках дичи и рыбы. Прибыли они с земли Эльсмира, островной части Канады. Через 2 тысячелетия Гренландия вновь стала необитаемой и оставалась такой 50 веков. В начале нашей эры на острове вновь появились люди, однако до европейской оккупации Гренландии оставалось еще целое тысячелетие. В итоге, в конце X века остров впервые столкнулся с европейской цивилизацией, когда викинга Эрика Рауда выгнали на 3 года из Исландии, где он по случаю убил своего соседа и нескольких его рабов. Заключенный решил отбывать срок на острове, который в ясную погоду смутно виднелся к западу от Исландии, до которого было примерно 280 километров. Отправился он туда, разумеется, не один, а взял с собой в заключение семью, слуг, рабов, скота, предметы обихода. В общем, огромная Гренландия так стала вновь обитаемой. За 3 года жизни на острове Эрик не встретил ни одного местного жителя, что позволило ему считать себя полноправным хозяином ледниковой страны. И тогда он вернулся в Исландию и начал склонять местных викингов к переселению на новые земли. Рассказывая о месте своего заключения, Эрик называл остров Гренландией или Зеленой землей, что безусловно являлось или хитрым рекламным трюком, призванным привлечь большее количество колонистов, или, возможно, климат в ту далекую пору был действительно более мягким, а викинги довольствовались минимальным количеством пахотной земли. В общем, собрали они целых 25 кораблей переселенцев и отправились в Гренландию. Правда, добралось всего 14 кораблей с 350 пассажирами. Поселенцы основали восточное поселение, или, простите за мой исландский, Юстриббгт, примерно в 1000 году. Поселенцы активно торговали с Европой моржовыми бивнями, пенькой, кожей скота и тюленей. Они также научились вялить рыбу, что позволило долго сохранять ее и поставлять на экспорт. Территория Гренландии практически лишена лесов, поэтому из Норвегии и Исландии на остров поставлялась судостроительная древесина, железные изделия в восточное поселение, а западное поселение, или современный город Нуук, торговал с канадскими поселениями. 1261 год становится эпохальным для Гренландии. Норвежский король предлагает гренландцам крышу. Они платят ему налоги, а он в свою очередь обеспечивает поставку на остров всего необходимого для жизни. Кроме того, за свои деньги посылает на остров ежегодно торговую экспедицию. Гренландцы подумали, да и принесли присягу верности норвежскому королю. Однако отсутствие постоянной коммуникации между метрополией и колонией позволяли Гренландии жить достаточно автономно. Тем временем европейцев с Гренландии стали выселять инуиты, коренные народы Северной Америки, те же эскимосы. Инуиты быстрыми темпами двигались по западному побережью севера на юг, и в итоге европейцы освободили от себя остров на следующие 200 лет, предоставив возможность безраздельно владеть им инуитам. 1536 год стал годом создания единого датско-норвежского государства, в котором доминировала Дания. Гренландия, несмотря на свою оторванность от центра, стала формально принадлежать датскому королю. Для демонстрации намерений владеть Гренландией, Дания приняла решение о включении в герб страны белого медведя, олицетворяющего остров. Наполеоновские войны привели к окончанию истории унитарного датско-норвежского государства, однако Гренландия осталась собственностью Дании, а не Норвегии. 19 век стал для Гренландии началом эпохи Возрождения. Гренландией стали интересоваться полярные исследователи, такие как Вильям Скорсби и Кнут Расмуссен. Дания прочно укрепилась на острове, дошло до того, что в 1861 году вышел первый журнал на гренландском языке. Впрочем, датские законы в соответствии с колониальной традицией распространялись исключительно на проживающих в Гренландии подданных датской короны. Все решения касательно Гренландии принимались в Копенгагене, и местные жители участия в этом не принимали. Экономика страны в конце 19 века строилась на рыбной промышленности, в первую очередь китобойном промысле, куда Дания инвестировала значительные средства. В 1905 году в борьбу за Гренландию вступает Норвегия, что было продиктовано получением полной независимости и, вероятно, улучшением системы образования. В этом контексте показателен случай, когда в 1931 году суровый норвежский китобой Хальвард Деволт оккупировал восточный берег Гренландии, что активно поддержало норвежское правительство. Однако еще действующее в то время международное право в лице Постоянной палаты международного правосудия осудило действия рыбака, с чем, скрипя зубами, но все же согласилось норвежское правительство.
Во время Второй мировой войны Гренландия воевала на стороне антигитлеровской коалиции благодаря датскому послу в США Генрику Кауфману. Дипломат, находясь в Америке, отказался признать оккупацию вермахтом Дании и подписал соглашение США о предоставлении ВВС США права использовать в качестве военных баз территорию Гренландии. Таким образом, оставаясь на время войны независимым государством, Гренландия поддерживалась США и Канадой, и при этом поставляла на экспорт продукты рыбной промышленности и криолит. Однако, после разгрома Германии, Гренландия вновь была передана под управление Дании, хотя американцы уже потеряли руки, чтобы забрать столь богатый остров себе. Начавшаяся между СССР и Западом холодная война повысила значимость Гренландии, имевшей стратегическое значение в вопросе контроля морских коммуникаций, связывающих советские порты в Арктике с океанскими базами в Атлантическом океане. Кроме того, на острове были установлены системы предупреждения запуска континентальных ракет с территории Советского Союза. В 1953 году Гренландия перестала быть колонией и получила статус части датского королевства с одновременным представительством в парламенте страны. Урбанизация Гренландии постепенно привела к концентрации большинства жителей в городах, что негативно сказалось на развитии рыболовецкого бизнеса, росте безработицы и социальным проблемам. Начались разногласия в отношении метрополии и колонии. Членство Дании в Евросоюзе только усугубило разногласия. Гренландцы выступали за развитие отношений с США и Канадой, а Дания ратовала за сотрудничество в рамках ЕС. Гренландия выступала против ЕС, однако стала его членом как часть Дании. Вскоре разногласия привели к необходимости усиления вектора внутреннего самоуправления Гренландии, которая получила автономию в составе Дании и выход из Евросоюза по итогам референдума. Автономная Гренландия перестала быть наследницей викингов, провозгласив себя народом инуитов. Датские названия изменились на национальные. Гренландия стала Калаалит Нунуат, датский флаг заменен гренландским. После получения широкой автономии Гренландия самостоятельно строит внешние отношения. Подписаны специальные соглашения с Евросоюзом, установлены более тесные отношения с Исландией, Фарерами, эскимосским населением Канады и России. Теперь вернемся к вопросу о том, почему США так заинтересованы в Гренландии. Разумеется, основная причина геополитическая, ведь это огромная территория в Арктике, и попыток купить Гренландию у Дании была вовсе не одна и даже не две, как считают некоторые. Первая попытка купить Гренландию была еще в 1867 году, однако оппозиция в Конгрессе отклонила этот проект. После Второй мировой войны Соединенные Штаты Америки вновь проявили геополитический интерес к Гренландии. Ведь по сути на время Второй мировой войны американцы взяли Гренландию себе под крыло, а в 1946 году предложили купить остров у Дании за $100 миллионов, но Дания отказалась его продавать. В 21 веке Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в Гренландии, теперь еще и с целью добычи полезных ископаемых. В августе 2019 года американский президент Дональд Трамп предложил купить Гренландию, что вынудило премьер-министра Гренландии Кима Кирстенера выступить заявлением, что Гренландия не продается и не может быть продана, но Гренландия открыта для торговли и сотрудничества в военном и экономическом плане с США. В декабре 2024 года Трамп вновь выступил с предложением о покупке Гренландии, но новый премьер-министр Гренландии Нуте Эгеде также ответил, что остров не продается, однако буквально через месяц поднял вопрос о независимости от Дании. Кто знает, может что-то у Гренландии получится, но я не могу загадывать в будущее, а вы, возможно, уже знаете, что будет дальше. Стоит упомянуть исторический факт, что Дания уже однажды продала свою заморскую территорию американцам. Это была датская Вест-Индия, ныне известная как Американские Виргинские острова, проданная в 1916 году американцам, так как был риск оккупации островов немецкими войсками и установления тем самым контроля над восточным входом в Панамский канал. А теперь, как же все-таки живут в Гренландии? На острове практически нет деревьев, зато множество кустарников, ягод, цветов и грибов. Передвигаться на автомобилях по территории острова можно только в пределах одного населенного пункта и его ближайших окрестностей. Выехать дальше не получится. Магистрали и другие виды дорог здесь не строят из-за особенностей рельефа и климата. Чтобы проложить новую дорогу, нужно взрывать каменные породы динамитом. Добраться, например, из Нуука в Илулиссат, третий по численности населения город, можно только на собачьих упряжках либо на самолете. Но и последний вариант не всем подходит. Некоторые аэропорты находятся слишком далеко от населенных пунктов, и чтобы добраться до них, пассажирам часто требуется трансфер на вертолете. Чтобы добраться до столицы из Маниитсока, где живут 3000 человек, нужно лететь 20 минут на самолете. Такой короткий перелет на семью туда-обратно обойдется минимум в 1400 евро или примерно 150 тысяч рублей сейчас. Летом ходит паром, он стоит дешевле, но все равно далеко от привычных там цен. Да и редко таким способом удается воспользоваться. Лето на острове короткое, воздух может прогреться в лучшем случае до плюс 20. Иногда даже можно искупаться, когда температура воды около плюс 5 градусов, но делать это лучше в гидрокостюме.
Кстати, вся вода из стиральной машинки, посудомойки, душа выливается просто на улицу. Иногда зимой из-за этого образуются замерзшие водопады. Из-за того, что под ногами камень, все коммуникации и трубы вынесены на поверхность. Ко многим частным домам не подведена канализация. Нет обычных унитазов, это дорогое удовольствие. В таких домах установлен сухой туалет. 3 раза в неделю приходят работники специальной фирмы и меняют в нем пакеты. На такую, да и в целом на любую работу устроиться довольно легко. Рук не хватает, поэтому часто приглашают работников из других стран. Средняя зарплата в столице Гренландии, Нууке, 36 тысяч датских крон в месяц. Фармацевт 59 400 крон. Бармен 19 700. Медсестра 48 тысяч. Да, это в месяц. Зимой все развлечения — это лыжи, санки и снегоходы. Летом охота и рыбалка. На охоту ходят женщины и даже дети. Охотятся на оленей, овцебыков, тюленей, китов, птиц. У большинства людей здесь есть лодки. Рыбалка — это часть их жизни. И разумеется, Гренландия крайне богата полезными ископаемыми. Ледяной покров и суровый климат скрывают огромное количество нефти и газа, золота и алмазов, урана и цинка, графита и никеля. Теперь, я думаю, вы понимаете, насколько актуален вопрос Гренландии в современной геополитической обстановке. Я надеюсь, что я смог ответить на большинство ваших вопросов о Гренландии. А если что-то осталось упущенным, задавайте вопросы в комментарии. Не забывайте поделиться видео с друзьями и коллегами. И до новых встреч!